Иногда путешествие – это не просто смена мест, а возможность увидеть мир иначе. Это история о встречах, традициях и поиске чего-то большего. О людях, для которых духовные практики – неотъемлемая часть жизни. О культуре, где каждое действие, от приветствия и до молитвы, наполнено глубоким смыслом. Путь полный неожиданных встреч, древних обычаев и особых мест, где прошлое, настоящее сливаются воедино с будущим, где тишина говорит громче слов, а простые моменты обретают особую значимость. Что же в итоге было найдено? Ответы иногда приходят не в словах, а в ощущениях. Всем привет, дорогие друзья! Это канал Loco Gringos. Меня зовут Роман, это Михаил. И это видео будет про наше небольшое путешествие по Камбодже вместе с буддийскими монахами. По древним местам, по интересным локациям. Да, немножко поделимся с вами культурой, бытом, как здесь живут местные жители, какие у них традиции. В общем, будет интересно, не переключайтесь. Друзья, вы можете поддержать наш проект на Бусти, а также подписывайтесь на наш телеграм-канал. Нет, тебя не узнать. Как ты? Все началось с того, что наш друг Саня предложил нам поехать на буддийский ретрит. А еще он познакомил нас с Сатерой, с одним из главных организаторов. О нем расскажем чуть позже, это человек неординарный. Перед поездкой нужно было соблюсти дресс-код, белая рубашка сверху и традиционный белый саронг снизу. Так что первым делом мы отправились на рынок с задачей собрать все, что нужно. Саронг — это такая тканевая юбка или накидка, которую оборачивают вокруг талии, очень практичная и в то же время традиционная одежда в Азии. Рынок, как и положено, встретил нас шумом, красками, ароматами специй. После долгих поисков и небольшого торга мы собрали все, что нужно. Первый этап подготовки был пройден. Small. Yeah, here. Oh, Yeah, this one. And Good tong, okay, sir. I'm big man. Good tong, very good. Okay, same. Okay, bro. Yeah. We are going next, and maybe after Yeah, good we tong, come okay, back. same. Very good. Yeah, it's no. Okay, Thank you, sir. Yeah. And then okay. come back. Закончились разборки со швеей. Чуть с ума не сошли там. В целом обстановка по кайфу. да, купили все, что нужно было для нашего мува дальнейшего. Сейчас думаем увидеть. где-нибудь перекусить, какую-нибудь местную тематику попробовать. វាណាខ្លាញ់ល្មមណា Что, Михаил, как супчик? Во время випассаны, в принципе, она неплохо. После обеда мы приехали в светлые, просторные апартаменты в Пномпене, куда Сатера, один из главных организаторов ретрита, поселил двух монахов, прилетевших с Шри-Ланки. Один из монахов был ланкийцем, но он много лет учился в России и отлично говорил по-русски. Другой из Калмыкии, сейчас он живет и практикует в ланкийском монастыре. Монахи были уставшими после перелета и почти не разговаривали, держались спокойно и будто продолжали оставаться внутри медитативной тишины. Зато у нас появилась возможность пообщаться с самим Сатерой. Он кхмер по происхождению, свободно говорит по-русски и с самого начала был нашим проводником в эту буддийскую историю. С ним мы обсуждали планы, задавали вопросы, начинали втягиваться в атмосферу. Апартаменты с панорамными окнами и видом на шумный Пномпень казались неожиданным фоном для такой встречи. Мало слов, много ощущений, как будто все только начинается. Сегодняшний день прошел очень продуктивно. С утра съездили на рынок, купили рубашки, купили саронги. Придем домой, сделаем обзор на наши костюмы для ретрита.
Также познакомились с монахами, с ланкийским монахом, с монахом из Калмыкии. Завтра поедем с ними в парк, погуляем немного, пообщаемся, а также поедем встречать других монахов в аэропорту. Ну что ж, друзья, приехали мы с рынка, купили саронги. Вот что они из себя представляют. Традиционный белая накидка вниз, что-то наподобие юбки и обычная белая рубашка классическая, без рисунков, без всего. То есть все полностью белое, чтобы ничего не отвлекало ни взгляд, ни ум, ни разум во время ретрита. Здравствуйте. На следующий день, как и договаривались, мы отправились в парк провести утреннюю прогулку вместе с монахами. Вокруг все было тихо и по-настоящему спокойно. Легкий ветер, шелест листвы, рассеянный свет сквозь кроны деревьев. Все это создавало ощущение, будто время слегка притормозило. Прогулка прошла в теплой, доброжелательной атмосфере. Монахи потихоньку раскрывались. Мы говорили о повседневной жизни в монастыре, о практике, о том, как каждый день наполнен смыслом. Это было спокойное, простое общение, без спешки и лишних слов. Сразу после парка мы отправились в аэропорт. Нас ждала встреча с основной группой монахов, прибывших из разных стран. По дороге чувствовалось какое-то особенное волнение, будто все, что происходило до этого, было только началом. Впереди нас ожидало знакомство с еще более глубокой стороной этого путешествия. Аэропорт оказался не просто точкой прибытия, он стал настоящей сценой встречи. Монахи из разных стран начали выходить в зал прилета, в тишине, неспешно, с внутренним достоинством. Люди, пришедшие их встречать, стояли молча, с затаенным волнением, стараясь быть как можно ближе, но не переходя тонкой грани уважения. Миряне опускались на колени, склонив голову и складывали ладони в знак почтения. Все происходило очень тихо, почти без слов. В этом молчании было больше эмоций, чем в любом приветствии. Взгляд монахов был спокойным, как у людей, которые прошли долгий путь, не только физически, но и внутренне. Наблюдать за этим было волнительно. Для нас, оказавшихся в гуще событий, это была не просто встреча. Это был момент, в котором раскрывался весь дух культуры, традиций и глубинного уважения к практике. Казалось, что прямо здесь, в обычном зале прилета, началась какая-то новая глава, совсем иного ритма и содержания. После торжественной встречи в аэропорту мы направились в дом, где был организован прием для прибывших монахов. Это место стало первой площадкой для общения с ними. В доме уже собрались все те, кто хотел задать важные вопросы и просто прикоснуться к знаниям. В зале установилась полная тишина, когда один из старших монахов начал лекцию. Его речь была неспешной, наполненной простыми, но глубокими мыслями о внимательности, сострадании и внутреннем покое. После этой лекции был открыт формат общения, где каждый мог подойти, задать вопрос или просто поприсутствовать рядом. Время 6:30, приехали в тот же самый дом, в котором были вчера. Мишаня помогает накрывать на стол для того, чтобы монахи позавтракали. И сейчас после завтрака будем собираться и выезжать в путешествие.
Утро началось с молитвы. Монахи сидели в тишине, сосредоточенные и спокойные. После молитвы началась трапеза. Все вокруг как будто бы замедлилось. Каждый, кто находился рядом, с уважением и трепетом пытался помочь. Подать воду, поправить сиденье, сделать хоть что-то полезное. За всем этим ненавязчиво, но очень внимательно следил Сатера. Было видно, как для него это важно, чтобы все прошло правильно. Он не просто координировал процесс, он сам был в него полностью погружен. Приехали мы сюда по приглашению Сатеры и думали, что это будет обычная утренняя встреча. Но день, как оказалось, только начинался. Уже через пару часов нас ждал путь. Не просто прогулка, а целое путешествие через всю страну. К счастью, кое-какие вещи мы все-таки прихватили с собой, на всякий случай. Едем мы с целой делегацией, сами еще не знаем куда. Просто нас пригласили, сказали поехали. Мы поехали. В общем, приехали мы за город куда-то. Здесь храм буддийский. Много людей очень встречают нас. Сейчас пойдем посмотрим, что там происходит. Мы оказались в небольшом монастыре-школе для мальчиков, на берегу маленькой речки, рядом с тихой деревней. Все происходило неспешно, церемониально, будто каждый жест был частью священного ритуала. Было очевидно, что для этой небольшой затерянной среди полей деревушки происходящее стало настоящим событием, редким, торжественным моментом, который собирает всех вместе и надолго остается в памяти. Путь был долгим, и солнце уже начало припекать. Поскольку монахам нельзя носить головные уборы, от жары они укрывались под зонтами, простой, но важной деталью их повседневности. Перед входом к алтарю послушники с особым почтением омывали ноги монахов, жест, в котором чувствовалась глубокая преданность и уважение. После этого монахи проходили через жилой коридор. Миряне стояли на коленях, склонив голову, и дарили им цветы. Это выглядело одновременно просто и очень трогательно. Алтарь представлял собой статую Будды, украшенную гирляндами из живых цветов, с подношениями, расставленными по обе стороны. Воздух был наполнен ароматом благовоний, звуками пения и легкой вибрацией мантр, которые хором произносили монахи и ученики. Внутри царила атмосфера тишины, сосредоточенности и чего-то трудноописуемого, как будто время стало другим. Песнопение монахов, наполненное древним ритмом и внутренним спокойствием, разливалось по пространству и, казалось, проникали в самое сердце. В какой-то момент я сам почти перестал различать, где заканчиваются звуки и начинается тишина, словно бы ненадолго оказался в другом состоянии, на грани транса.
После службы, которую провели монахи, у нас появилось немного свободного времени, и мы решили прогуляться по деревне. Было интересно побродить без плана, взглянуть на местную жизнь со стороны. В какой-то момент я поймал себя на мысли, что все это мне напоминает родные астраханские края. Ведь летом в наших селах примерно такая же атмосфера. Мы шли не спеша, и в итоге вышли к небольшой речушке. Вода в ней спокойно струилась меж берегов, над которыми склонялись деревья, отбрасывая прохладную тень. Все было очень просто и по-настоящему. Тот самый случай, когда меньше значит больше. Сбежали с лекции, изучаем территорию, что тут находится. Какая-то речка или это озеро? Что это? Речка. Местность такая какая-то. Тут как будто алмазы можно добывать, мыть. Да. Такая территория. Ну что ж, мы покушали, отдохнули и снова погрузились в наш автобус, в наш шаттл, для того, чтобы уже дальше отправиться в следующий монастырь. Все в сборе, все на месте, едем. Дамы и господа, оказались мы в Випасса-центре. Сейчас идет там лекция. А мы решили немного прогуляться. Вот, например, петушка одного встретили. А он очкует. Они не боятся. Ну что, Роман, что ты скажешь? Hello. Твои первые впечатления? Ну, я устал немножко, на самом деле, сегодня. Да, я тоже. С утра мы в 6 утра выехали. Даже не в 6, во сколько мы проснулись. Мы выехали вообще в 4 часа утра из дома. Пока доехали до Сатеры. Пока забрали, доставили друзей наших шри-ланкийских. Новых, да, мы познакомились с ребятами. Семьей. Ну как с ребятами? Ну, с семьей, да, с семьей. Да. Теперь нас и на Шри-Ланку зовут.
Пригласили, сказали, можете приезжать, у нас есть там дом, можете жить там месяц, два, три. Будут, ну, в общем, гостеприимные люди. Пригласили нас погостить. К концу дня мы оказались в новом, по-настоящему особенном месте – монастыре, спрятанном в густом тропическом лесу на склоне горы. Дорога сюда была извилистой, с крутыми подъемами и плотной листвой, почти полностью закрывающей небо. И когда, наконец, перед нами открылась небольшая площадка с древней ступой в центре, покрытой мхом, с потемневшими от времени камнями, все внутри замерло. Это было не просто еще одно святое место, а будто сама природа здесь стала частью практики. Воздух густой, влажный, наполнен звуками цикад и шелестом деревьев, а сама атмосфера дышит покоем и временем. Здесь не хочется говорить вслух. Все вокруг как будто бы шепчет: «Замедлись, услышь». Мы невольно замерли, и каждый по-своему начал всматриваться в себя. Мне в голову пришли 3 благородные истины. Фундамент учения Будды, о которых я слышал и читал, но именно здесь они вдруг начали по-настоящему звучать. Первая благородная истина о страдании. Дукха – это не только боль или тяжелые моменты. Это все, что вызывает внутреннюю неудовлетворенность. Даже мелкие раздражения, ожидания, страхи – все это тоже страдание. Оно пронизывает жизнь человека, и пока не признать его существование, невозможно двигаться дальше. Вторая истина о причине страдания. В ней Будда говорит, что основа дукхи – это наше желание, привязанность и стремление удержать мимолетное. Мы хотим, чтобы любимые моменты длились вечно, чтобы люди не уходили, чтобы тело не старело. Но все меняется, и пытаясь остановить течение жизни, мы создаем страдания своими же руками. Третья истина о возможности прекращения страдания. Она говорит, что выход есть. Это не просто утопия или философская идея, а реальная перспектива. Освобождение возможно, если перестать цепляться и увидеть мир таким, каков он есть, и научиться принимать изменения, не теряя внутреннего покоя. И именно в этой тишине, среди густого леса и древнего камня, эти истины почувствовались не как что-то далекое или теоретическое, а как путь, который может быть пройден. Путь, который начинается не с великих подвигов, а с маленького шага, внимательного взгляда внутрь. Все, что говорил Будда, вдруг стало живым, будто это не древнее учение, а простой разговор, который происходит здесь и сейчас, с тобой. Мы остались ночевать в монастыре, утопающем в зелени тропического леса. Утро началось рано. Мягкий свет пробирался сквозь кроны деревьев, а воздух был свежий и почти прохладный. После простого, но удивительно вкусного завтрака мы отправились на вершину горы, где прямо сейчас строится новый храм. Время около 7 утра. Мы только что позавтракали, и вот уже полчаса идем вверх по склону. Не совсем понимаю, конечно, как далеко нам еще идти, но природа вокруг просто невероятная. Эта красная земля ярко контрастирует с густой зеленью джунглей, и это зрелище просто захватывает дух. Монахи с Мишаней идут немного впереди, и мы о чем-то тихо беседуют между собой. Честно говоря, я не хочу даже их отвлекать, не хочется нарушать эту гармонию.
Так что я стараюсь держаться чуть подальше. В голове на самом деле смешанные ощущения, и усталость, и умиротворение, и это чувство, когда понимаешь, что где-то в этом лесу растет не просто храм, а место, наполненное тишиной и смыслом. Это Михан со своим тестем будущим. Его сватают. Все. И что, мы тут на стройке, что работать сейчас будем? Я не знаю, не знаю. У тебя когда свадьба? Не знаю пока. Че Пару месяцев. тесть говорит? На вершине горы монахи провели службу, чтобы благословить новый храм. Все происходило в абсолютном спокойствии, только звуки ветра и пение птиц и мантры дополняли этот момент. Мы немного постояли, наблюдая за тем, как они совершали ритуал, и почувствовали, как в этом месте действительно живет дух спокойствия и благословения. После службы мы начали спускаться обратно, по уже знакомой нам дороге. Шли вместе с монахами и разговорились. Они рассказали о своей жизни, о том, как они пришли в монастырь, что для них значит каждый день, проведенный в тишине и медитации. Беседа была легкой, хотя и глубокой. В их словах ощущалась мудрость, а в глазах целеустремленность, будто они были здесь не случайно, а жили своей истиной и путем. В этом разговоре было что-то успокаивающее, как будто сам процесс общения был уже частью медитации. Обед. Обед. На обед, всем на обед. Всем на обед. К обеду в монастыре все происходило по уже знакомому, почти ритуальному распорядку. Постепенно в тишине и без суеты монахи, послушники и миряне начали стекаться к обеденному залу. В воздухе повисло ощущение покоя, сосредоточенности, как будто даже в таком простом деле, как прием пищи, было место для практики. Миша в этот раз был удостоен особой чести. Ему доверили помогать одному из старших монахов, и он нес его патру – традиционную круглую черную чашу, в которой монахи получают и принимают пищу. Патра не просто предмет быта, а почти сакральный символ. В ней отражается суть монашеской жизни – принятие того, что дает мир, скромность и благодарность за каждую крошку. Стол, как и в предыдущие дни, был наполнен щедро и разнообразно. Простые, но очень вкусные блюда. Рассыпчатый рис, тушеные и свежие овощи, острые и нежные соусы, сладкие тропические фрукты, а еще морепродукты, приготовленные с явной заботой и уважением. Все выглядело очень красиво и при этом по-домашнему скромно. Миряне аккуратно раскладывали еду, следя за тем, чтобы ничего не нарушало общего спокойствия момента. Находимся сейчас на причале. Причалили сюда. Дальше отчалим, скорее всего, на остров. Там почилим. Печалить не будем. Идем на посадку. На посадку на пиратскую шхуну. Имри, все.
Мы здесь сядем, братан, с тобой. Вот здесь вот спереди. Mister, maybe one more, guys. Вот, brother. One more. No? Here, one boat. One boat more. Next. Говорит, не вариант. Да. Так, наша делегация прибыла на остров. Остров тропический, красивый, очень интересный. После обеда, отдохнув и набравшись сил, мы отправились на небольшой тропический остров. Дорога заняла не так много времени, а само место будто сошло с открытки. Белоснежный песок, прозрачная бирюзовая вода и густая зелень, тянущаяся прямо к берегу. Мы с удовольствием окунулись в море. Вода была теплая, освежающая и, кажется, смывала с нас остатки дорожной усталости. Кто-то плескался у берега, кто-то просто лежал на песке, подставляя лицо мягкому солнцу. Кокосы, свежие соки и легкие коктейли – все, что нужно для полного отдыха. Монахи в своей скромной манере тоже немного искупались. Спокойствие и легкая улыбка не покидала их даже здесь, в совершенно непривычной для монастырской жизни обстановке. Было интересно наблюдать, как духовность и простая радость сосуществуют так естественно. Когда солнце начало клониться к закату, мы неторопливо собрались в путь обратно, унося с собой еще один теплый эпизод этого удивительного путешествия. И монахи здесь, и наши ребята здесь, которыми мы ездим все время на автобусе. Михаил тоже здесь. Здесь все: Никита, Стас, Гена и Дюша Метелкин. Все уже покупались, в принципе, уже собираемся обратно ехать. Да, недолго, кстати. Хотя, ну сколько, я не знаю. Все время 4. Мы сюда во сколько приехали? В 2 где-то, да? Да, 2 да. часа мы побыли. Все, теперь стартуем обратно в Пномпень, домой. И вот мы уже загрузились на лодку и были уверены, что направляемся обратно в город. Но по пути нас ждал неожиданный поворот. Сатера завез нас в удивительное место, о котором мы даже не подозревали. Наш автобус неожиданно свернул с пути в город. Думали, что уже едем домой, но нас привезли еще в одно интересное место. Пока не совсем понятно, что здесь, но вокруг много детей. И есть небольшой, но красивый храм. Но мы идем дальше, мимо храма, и смотрим, что будет дальше. Ну что ж, мы дошли до места назначения. Это оказался неожиданно вход в пещеру. Внутри, как я понимаю, небольшая ступа. Ну, давайте посмотрим. Спустимся туда и увидим. Идем по пещере уже, наверное, минуты 3.
Такое ощущение, что это словно сказочный грот, что-то неземное, что-то из легенд или сказок каких-нибудь. Очень странное ощущение, и даже не верится, что силы природы могут сделать такую конструкцию, как будто бы она рукотворная. Мы идем довольно-таки долго уже, наверное, минуты 3-4. Где-то среди густых джунглей и отвесных скал прячется особенное место. Пещера, ведущая вглубь горы, куда не ведет ни одна тропа. Попасть туда можно только тем, кто идет без карты, без цели, просто следуя зову сердца. Вход открывается не всегда, а только тогда, когда тишина в душе становится громче любых слов. Внутри древнее святилище, духовное пространство, наполненное чем-то необъяснимым. Воздух там как будто другой, плотный, насыщенный покоем. Свет проникает через трещины в скале, образуя мягкое сияние, которое играет на отвесных скалах. Именно в таких местах граница нашего мира соприкасается с духовным, и кажется, что можно без слов почерпнуть мудрость самой Вселенной. Старые монахи говорят, что в таких местах земля сама хранит память о том времени, до первых слов, до первых людей. В этих глубинах, среди древнейших камней, можно услышать то, что всегда было внутри нас, но терялось в шуме повседневности. И тут не важно, откуда ты родом и какую религию ты исповедуешь. Каждый, кто однажды вошел, выходит уже чуть-чуть другим, спокойнее, тише, словно гора забрала все лишнее и оставила только суть. После прогулки все немного притихли, как будто не хотелось нарушать ту тишину, которую мы унесли с собой. Мы сели в автобус и отправились в обратный путь, в Пномпень. Впереди был долгий переезд, и дорога в этот раз казалась особенно спокойной. По пути сделали короткую остановку перекусить и немного перевести дух. Было ощущение, что день завершился чем-то важным, даже если словами это объяснить сложно. В Камбоджу в этот раз приехало очень много уважаемых монахов, и среди буддистов это очень большая честь принять у себя дома и провести, чтобы монахи прочитали у тебя дома лекцию, собрать гостей, сделать праздничный прием, наготовить очень много угощений, куда нас пригласили даже в 2 места, которые мы с удовольствием посетили. Все это... Да, по поводу вот этих праздничных обедов, удивило очень сильно гостеприимство, размах. То есть это было, правда, грандиозно. Очень интересно было посмотреть, как вообще здесь люди живут. Побывать, например, у них даже в гостях. Это было незабываемо, правда. И все обеды и встречи прошли на высшем уровне. Приехали вот в такую резиденцию в гости. Сейчас провели лекцию. Далее по плану ланч. Обедать будем вот в этой палаточке. Поваренок бегает. Вот в таком домике сегодня оказались на лекции. Сейчас будет праздничный ланч.
немножко покушаем. Подошло время к тому, чтобы отправиться на ретрит. Было много разговоров с людьми, кто уже участвовал в этом. Они рассказывали свои эмоции, делились с ними, но мне все равно было до конца не понять. Мне все это казалось непонятным все равно, потому что я там не был и не прочувствовал все это. Я, можно сказать, находился в неведении, что предстоит, только вот по историям других людей. Да, ну, по предысториям было ясно то, что во время ретрита лучше молчать, чтобы получить наибольшую духовную практику и чтобы достигнуть наибольшего прогресса. И чтобы это все не прошло зря. Да, это как бы одно из правил ретрита, то есть вы все находитесь в тишине, молчите. Ретрит проходил в Випассана-центре, недалеко от Пномпеня. Это удивительное место, тихое, почти отрезанное от мира. Центр построен вокруг ступы, в которой находится статуя Будды, вырезанная из зеленого камня. Этот камень был привезен из Шри-Ланки, и сама статуя хранит в себе особую энергию. Все здесь словно пронизано спокойствием и глубоким смыслом. 7 дней тишины, молчание, медитация, лекции. Весь ритм жизни здесь подчинен практике. Мы жили в небольших домиках, простых, но вполне комфортных. Душ, туалет, кровать, ничего лишнего, но и ничего, чтобы отвлекало. Питание строго по расписанию. Завтрак в 6 утра, обед в 11. После этого только вода. Никакой еды до следующего дня. Это было неожиданно, но организм быстро перестроился. Молчать вначале было непросто. Мы же привыкли обсуждать, комментировать, реагировать, а тут полное выключение внешнего шума. Но с каждым днем становилось легче. Мысли начали успокаиваться, появилось чувство ясности. Каждый день монахи читали лекции, говорили понятным языком про учение Будды, про страдания, про природу ума и про важность наблюдения. Большую часть времени мы уделяли медитации и освоили 2 техники – медитация в позе лотоса и медитация при ходьбе. Иногда можно было задать вопрос. Монахи с готовностью делились опытом, подсказывали. Все было очень по-доброму. Я старался не общаться с другими участниками, чтобы не мешать им и не сбивать себя. Эта тишина стала для меня не просто условием, она стала средой, в которой начинаешь слышать самого себя. Один из главных выводов, который я вынес, это важность паузы. Прежде чем что-то сказать или сделать, остановись, почувствуй, подумай. Это простое правило меняет очень многое.
Когда все закончилось, я почувствовал себя странно и легко, и немного уставшим. Будто тело хотело отдохнуть, а ум остаться в той тишине еще чуть-чуть. Сегодня крайний день проведения ретрита. Сейчас проходит финальная часть, заключительная. Там были вопросы, ответы. Сейчас желающие подходят, выражают свою благодарность и так далее. Сейчас, если получится, сейчас подсниму вам немножко, покажу. Ну что, дорогие зрители, вот и подошел конец нашего большого путешествия. Надеюсь, вам все понравилось, было интересно с нами попутешествовать и посмотреть, как все это выглядит изнутри. Да, с вами были Loco Gringos. Меня зовут Роман, это Михаил. Подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчики, ставьте ваши лайки, обязательно комментируйте. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Всем пока!